Больше 35 лет своим голосом он сводит с ума миллионы женщин. С самого детства он хотел посвятить себя музыке, упорно учился и в результате стал одним из самых популярных эстрадных исполнителей нашей страны. Признанный мастер своего дела, темпераментный, элегантный, неповторимый певец и артист Сосо Павлиашвили. Моя программа называется «Законы жизни». В эту студию я приглашаю гостей, с которыми мне искренне интересно рассмотреть, какие события, обстоятельства и действия легли в основу жизненных законов моих героев. Меня зовут Юлия Бедеров. Добро пожаловать! Такие слова, такие слова. Здравствуйте! У каждого из нас что-то есть за плечами, как так называемый жизненный опыт, наши ошибки, наши промахи, наши невзгоды, проблемы, победы, моменты триумфа, боли. И вот это все удачно отражается в этой игре. Я очень рада, что мы с вами смотрим на жизнь одинаково и готовы передать жизненный опыт свой, поделиться своими какими-то пониманиями жизни, принципами. Вот, поэтому с удовольствием я бы хотела с вами пообщаться, задать вам острые вопросы, глубокие вопросы и надеюсь на искренние, правдивые ответы. Большим удовольствием отвечу. У нас с вами интервью, но у этого интервью есть свои правила. Есть 5 категорий, в каждой категории 3 вопроса, ответив на которые вы можете вывести свой жизненный принцип, свой закон жизни. Если вы не захотите отвечать на какой-то вопрос, вы можете воспользоваться правом молчания. Но сделать это можно только один раз за всю игру. Страшно стало. Нет. И страшно и интересно. Вот. Это надо крутить? Да, вот, кстати, вопрос. Хотите ли вы, чтобы я крутила? Потому что в любом случае все это будет определять судьба, с какой категории мы начнем. Нет, я черную работу буду выполнять. Да? О, тогда, пожалуйста, это будет очень интересно. Крутите, пожалуйста. Поехали. Поехали. Поиграем. Категория «Успех» осталась напротив вас. И, как я уже сказала, в этой категории я вам задам 3 вопроса. Хорошо. Итак, ваша жизнь была на пике, сцена, гастроли, поклонницы, но в какой-то момент все остановилось. Вы сами говорили, что тогда вы потеряли вкус к жизни, веру в людей, смысл сцены. Был ли это тот самый момент, когда уже нельзя было ни в прежнего себя, ни в прежнюю жизнь? Нет, вкус к сцене, к музыке никогда я не терял, наоборот. Еще когда моя мамочка была в положении, она вынашивала меня, я уже был пропитан музыкой. Вот это мама так говорила и говорит до сих пор. А я ей верю, потому что она как инопланетянка у меня. Почему? Ну, она как-то видит этот мир как-то гораздо глубже, гораздо красивее. Она невероятный оптимист. Что касается моего какого-то перерыва, можно так назвать, это была моя болезнь. Я попал в аварию, через год у меня началась посттравматическая эпилепсия началась. И 7 лет у меня была такая черная дыра. Но я продолжал писать песни, я продолжал записывать альбомы между приступами. Когда я приходил в себя, и музыка мне очень помогла. Как музыка вам помогла в тот момент? Из меня лилось, из меня. Вот музыка лилась, я все это фиксировал, я все это записывал. Часто вот последними какими-то усилиями, потому что очень тяжелые были последствия приступов. И моя Ирочка была со мной все эти годы. И в 2003 году как бы я сказал, что у нас должен появиться ребенок. И 13 декабря 2004 года родилась Лиза. И у меня все прошло. А как это вот может быть, что появление новой жизни забирает боль, болезнь? Как это вот вы сами себе объяснили? Бог дал это счастье быть больным. Потому что благодаря этих 7 лет я практически все переосмислил. А что вы тогда, вот, можно сказать, оставили тогда вот в том вот черной дыре? Вначале был страх, что я могу во время каждого приступа не дожить. А потом я понял, что
Это не просто так, а я должен был это пройти, потому что тогда была такая жизнь, вот самые кипящие 90-е. Мгм. Я ходил на краю пропасти. И мое окружение, мои Я близкие, это время помню. наверное, 2/3 уже в живых нет. И как родилась Лиза, через там 2-3 месяца, уже в 2005 Да. году, во сне Бог дал песню «Помолимся за родителей». Молимся за родителей, ангелам нашим хранителям. Вот, поэтому у всего есть свое начало, свой конец, свое продолжение. И я понял, что очень много времени я терял. И вместо того, что слово Бога или там песнях вот это, отдать людям, помогать и себе, и людям стать лучше, приблизить нас всех к свету, я оставался какой-то вот в этой черной дыре, и я терял очень много времени. И тот огромный талант, который дал мне Бог, это не моя заслуга, это Он дал. Он прожигался впустую. Я понимаю, что вот это испытание, которое вам прямо отмерено было по времени, вот такое семилетие, Да я за это безумно каждый день я благодарю вот, Бога. вы в тот момент, когда вот проходили это испытание, вы сделали что-то особенное, вот как вы прожили эти 7 лет, или вы что-то оставили, как какую-то свою черту характера, может быть, какие-то привычки, приобрели новые свои какие-то мысли в голове? Главное, я приобрел, что есть Бог, есть ты. Хотя я никогда не был человеком, который там, не верит в Бога, но по сравнению с тем, как потом, тем более сейчас, это небо и земля. Просто обычно, когда человек оказывается в трудной жизненной ситуации, смирение приходит далеко не сразу. Человек обижается, человек злится. Никогда я на Бога не злился. Бог для меня Но вы абсолютно... тогда понимали, что это Божье такое наказание в Я чем-то, потом может быть? это по Но потом, концу, а вот в да. начале, что вам помогло не обидеться, не разозлиться, не впасть в какую-то апатию, а как-то вот пройти это вот Я эту сын дистанцию? своих родителей. Мне, конечно, далеко до их благородства, но они невероятно благородные Достоинство люди. идти. Да. Ни на кого не навязывать свои какие-то проблемы, потому что Москва слезам не верит. И не до этого было. Чтобы идти плакаться, помогите. Я не привык так. Я говорю, я жил в хрущевке, и это Вы не зарабатывали деньги, да? практически нет. Вам Да. было финансово трудно все это Конечно, я выдержать, никому не не беспокоил. могли обратиться. А почему Во-первых, вы не хотели поделиться с людьми своим бедственным положением? мне часто бывали такие моменты, когда люди приносили мне, хотели подарить деньги. А вы? Я отказывался и отказывался до сих пор. У меня еще один раз был такой случай, когда в самом начале моей карьеры мы приехали в Нижневартовск, и после концерта был банкет. И со мной очень вежливо, так, очень достойно познакомился человек в смокинге. Он меня отозвал в сторону и сказал, что есть $1 миллион, которые мы должны вложить в твое творчество. Так они вложили? Я сейчас скажу. Не спешите, Юлечка. Вот. И он конкретно занимался нефтью в то время. Я подчеркиваю, это еще Советский Союз. Говорит, у меня в Москве офис, я сейчас улетаю в Нью-Йорк, и через неделю возвращаюсь. Мы встречаемся у меня в офисе и начинаем. Обязательно, пожалуйста, ты мне позвони. Я вижу, что для него это $1 миллион, это не деньги. Но для меня это слишком много, чтобы просто так сделать шаг. Тем более в те годы, когда только начинаешь, надо начинать достойно, чтобы потом ничего тебе не помешало, чтобы никто тебе, слышишь, иди сюда. Это худшее, что может быть. Когда ты мне должен, ты мне это А самое. кто-то будет Нет, командовать? сплошь и рядом. Я же сколько видел. Люди унижают, лишь бы платили. Ну, дай Бог им здоровья, я никого не осуждаю. Каждому свое. У меня есть такая песня, послушайте, вот такая песня. Каждому своя привычна суета. Он уезжает, и мы с ним созваниваемся. Он говорит, я завтра вылетаю, все, ты в Москве, все. Да, я в Москве, говорю. Короче, проходит день, 2-3 недели, и что-то ёкнуло вот у меня от мамы. Я набираю что-то не то.
Поднимает трубку молодой человек. Я говорю, здравствуйте, говорю, это такой-то, такой-то. Ой, Сосо, дорогой, здравствуйте. Это, говорит, сын называет его. Говорит, так и так, говорит, папа должен был твой приехать. А вы, говорит, не знаете? Папа, говорит, вылетел и в самолете, говорит, приступ это самое сердце и умер, говорит. Я не знаю, как сложилась бы жизнь, что было бы, как было бы, но, может быть, у меня не было бы таких испытаний. Но если он не помог бы, может, я тогда был не готов. Был бы другой путь. Да, я не был бы готов, и мне могло крышу сорваться или что. Хотя вряд ли я 6 лет слышал, что я какое-то явление, когда я еще на скрипке играл. Как было, так и было. Да. Так лучше для мужчин, эти испытания лучше. Постепенно проходить свое испытание. Я своего сына 15 лет отдал в Суворовское училище. Он узнал, кто он такой. И я также в городе Москва, я узнал, кто я такой. И до сих пор сначала человек работает на репутацию. А потом да. репутация работает. Поэтому, на него. слава Богу, я посидел, слава Богу, не полысел, жив, здоров, счастливый. Поэтому все, кто хотели сделать для меня доброе, по тысячекратном размере возвращается. Я все-таки хочу вернуться. Вот та часть вопроса, на нее ответ я не услышала. Это вот про то, что вы в тот период жизни что-то обрели новое в себе. Вот когда проходили. Вот что это именно было? Вот Вот сколько я пошел, да, вот это. Я обрел Бога в своем сердце. Спасибо большое за подробные, Могу идти, глубокие... Нет, мы в самом начале. Спасибо, что вы готовы в воспоминания погружаться и какие-то делать такие анализы, выводы. И мне это Спасибо очень важно, за дорого. мудрые вопросы, Юлечка. Надеюсь. Давайте перейдем к следующему вопросу. За какой свой успех вы заплатили слишком высокую цену? Ну, юрмальский конкурс. А какую цену? Когда ты становишься слишком известный, очень много людей это воспринимают как личное оскорбление. Самая большая беда, когда человек завистлив, и в нем бушует гордыня, как святейший патриарх Илья II всей Грузии, ему Николай Цискоридзе, мудрейший парень, кстати, задал вопрос, что вот какой грех, допустим, вы еще написали бы вот, 10, да, и он подумал, ну кто я такой, чтобы еще что-то, но вот я на своем маленьком уровне, говорю, так написал бы, что неблагодарность. И было такое, но это надо все пройти. И самое главное не обозлиться, не сердиться и не осуждаться, а молиться. То есть, возвращаясь тогда в Юрмале, к вам пришел вот ваш первый большой успех. Очень И большой был вы это нажили успех. сразу большое число завистников. Они потом появились. Вначале был абсолютный какой-то экстаз. Так какая же цена вашего успеха, которую вы должны были заплатить? Я потерял первую семью. Потому что, ну, этот успех, во-первых, скружило голову. И я говорю, что это я виноват во всем. И у нас до сих пор достойнейшие отношения с моей первой супругой Нино. Но я потерял семью. Но потом Бог мне дал эти испытания. Да. Вот. И дальше сегодня я могу чуточку сделать этот мир лучше. Соса, спасибо вам большое за желание искренне и правдиво ответить на такой непростой вопрос. Что бы я ни говорил бы, я всегда говорю перед Богом. Да. На вашем месте, если сидел бы мой враг, я все равно сказал бы эти слова. Потому что я говорю перед Богом. И чем раньше мы это поймем, что мы даже не думали, мы это все делаем и хорошее, и плохое перед Ним. Так лучше хорошее и честное, и правдивое, чем, допустим, потом изжога, знаете, по всей... Зачем? Это очень важные слова, которые сейчас прозвучали. Итак, следующий вопрос. Бывают моменты триумфа, когда рядом уже нет тех, с кем хотелось это разделить. Кого вам особенно не хватало в момент, когда вы добились своего? Добились своего, что значит? Какой-то этап. Куда-то пришли к какому-то Какой-то этапу. этап, да. Этого человека уже нет с вами по какой-то причине. Из тех, которых все знают, Да. Ну, есть 2 человека,
которых мне очень не хватает. Это Иосиф Кобзон и Александр Басилая. Иосиф Кобзон – это наша гордость, наша сила, наша мудрость. И Александр Басилая – такая же гордость, сила, мудрость. Это мой как бы крестный отец в эстраде. Вот я начал свой путь профессиональный, эстрадный, с ансамбля «Иверия». Арго, А вот эту разве песню, да, путь да. твой пропал? Вот это был не ансамбль, не ВИА, а это была семья музыкальная. И я от него очень многому научился. Человечность, А чему вас- доброта, любовь, поддержка, прощение. Это вот я научился от них. Что есть люди, которые, допустим, с тобой идут по жизни, надо на многое закрывать глаза. Если человек не подлый, не гадкий, да, надо наоборот делать людей лучше. И себя делать вместе с ними также лучше. Потому что когда ты делаешь светлое, светлое тебе и возвращается. Да. Вы стали говорить, и я вас перебила. Вот Иосиф Кобзон, чему он вас научил? Иосиф Кобзон, я могу сказать, что он говорил, что это, наверное, единственный, говорит, человек с понятиями. Я его обожал, я его безумно любил и люблю. Я помню, наша последняя встреча, я выступал в одном из городов, а Иосиф Давидович был в зале в качестве гостя. Я выступил всех и зашел в кулисах, там были из Грузии люди, и вот я с ними, вдруг ко мне подбежали, говорит, срочно, говорит, выходи, говорит, это сами на входе, говорит, Иосиф Давидович сидит в машине и никуда не уезжает, вас ждет. Я прибежал и говорю, Давидович, что случилось? Говорит, нет, я, говорит, просто хотел тебя увидеть. Я сказал, Давидович, я люблю тебя, говорю, и поцеловал ему руку. Вот я целовал руку Басилая, Кобзону, целовал руку, и да, и отцу я целовал руку. Зоса, спасибо большое, что вы поделились всей этой историей. Вы ответили на все 3 вопроса. А сейчас я вас попрошу, сформулируйте свой закон жизни в категории «успех». То есть какие принципы, какие стандарты в жизни есть у вас, если мы сейчас говорим про вот эту категорию «успех». Я не знаю, я никакие стандарты никогда не вписывался. Меня никогда не было в хит-парадах, меня никогда не было в ротациях. У нас были по 30-40 самолетов вот до определенных ситуаций, да. 30-40 самолетов в месяц, Юлечка. Полеты, да. Да. От 25 до 35 выступлений каждый месяц. Были люди, которые мне помогали до сих пор, помогают, я им низко кланяюсь до сих пор. Это, допустим, Игорь Крутой, там Александр Ревзин, там Арс вообще целый. Вот они мне помогали всегда. Федеральные каналы, Первый канал, Второй канал, там, НТВ, там, они меня всегда поддерживали. Но вы знаете, мне нужно, чтобы вот закон жизни прозвучал лаконично, как какое-то определенное там в нескольких предложениях высказывание. Я вот уже слышала, что вы успех не связываете только с собой. Это как будто вот ваша взаимосвязь со многими людьми, и вы произносили слово «благодарность». Может быть, это что-то связано с этим? Я бы хотела, чтобы вот вы произнесли, знаете, вот как... Спасибо и прости. Если ты можешь в хорошем смысле выдавить эти слова, да, ты бессмертен. Это самая большая броня. Не так, что вот нарочито, а от души сказанное. Итак, у нас есть закон, и мы можем двигаться дальше. А сейчас переходим, если вы не возражаете, к следующим категориям. Пожалуйста. Крутите, пожалуйста, игровое поле. Успех. До свидания. Отношения? Да, Давайте. это очень хорошая категория, особенно у вас. Итак, в этой категории 3 вопроса. И первый из них. Вы с Ириной, с Иришкой, как вы говорите, Ирочкой, больше уже 20 лет. Да. Когда мужчина живет с одной женщиной так долго, страсть может угасать, быт давить, а соблазны вокруг не исчезают, а, может быть, накапливаются. Что вы и Ирина в себе победили, чтобы сохранить вашу любовь? Мы счастливы вместе. Наша любовь построила
не только нашу семью, наша любовь делает счастливыми наших всех родных, близких. Вот, начиная от Тбилиси, заканчивая, я не знаю, где наши родные все. Ира каждый день становится все красивее и красивее. Я не знаю, что с ней делать. Она очень глубокий человек. Ее глубокие отношения ко мне, к себе, к миру меня во многом перевернули. Бог мне дал ее. Я же сколько раз ей говорил, когда у меня были проблемы со здоровьем: Ира, уходи, говорю, у меня нет никакого это не будущего. знала. Нет, говорит, я тебя люблю, и все. То есть любовь была в трудные моменты, любовь сейчас растет, Без развивается. вмешательства Бога этого не было бы. Не воспринимай то, что у тебя есть, как должное. У меня есть пример моих родителей. Сколько лет ваши родители живут вместе? Ну вот мне 61 будет, вот 29 июня. Мгм. Ну они вот 62 года вместе. И что они говорят? Вы спрашивали их? Они постоянно кайфуют друг на друга. Они живут в невероятной любви, уважении, невероятном друг к другу. Я предлагаю перейти к следующему вопросу. Был ли в вашей жизни человек, от которого вы почувствовали: меня любят просто так, за то, что я есть? Ну, кто я такой? Я служитель Бога, служитель сцены. Я трудяга, и мне это нравится. Люди, которые меня знают, они не идут ко мне, потому что там это самое: Боже мой, как он поет. Лучше меня поет тысячи молодых ребят. И они больше приходят ко мне, чтобы почувствовать мое тепло, мою любовь. Чтобы почувствовать нелживое. Я этим дорожу. Класс, что у вас такая жизненная позиция, что вы живете и постоянно чувствуете, что вас любят просто так, за ваш путь, за ваше творчество, при этом Мое отношение к людям. отношение к людям, при этом не звучит вот этих вот всех ненужных слов Да. и И регалий. я не заискиваю никогда. Мгм. Я какой есть, такой есть. Всё. Давайте переходим к следующему вопросу. Вы человек, который прошел не только путь артиста, но и путь к себе. Какая иллюзия мешала вам долгое время быть настоящим? Самая большая ошибка, то, что я совершил, это я не послушал своего отца. Когда он мне в детстве сказал, что Сосо говорит, все можно вернуть, все здоровье можно исправить, вот, деньги можно потерять, опять заработать, время никогда не вернешь. Я слишком много прожигал время. Вот это самая большая ошибка. И я это умоляю всех, кто знает меня, кто не знает меня. Пожалуйста, не теряйте время. Тем более время сейчас ускорилось. Это не к добру. Поэтому больше делайте добрых дел, больше делайте так, чтобы вы о хорошем больше думали, чем о плохом. Раньше было другое время, мы просыпались, искали друг друга, что доброе утро сказать. Сейчас просыпаемся и выливаем на себя вот все, что через телефон нам дает, вот этот негатив, и идет этим, как зомби, ходим. Сусо, а как вот сейчас, вот когда вы ощутили ценность времени, вспомнили папины слова, как вот вы сейчас проживаете свой день? Что Максимально изменилось? хочу любовь подарить, выслушивать людей, максимально сделать так, чтобы помочь им. У меня всегда был маленький свой путь, никогда никому не мешал, я никогда не лез никому. Был такой момент, когда в 5-м году Бог дал песню «Помолимся за родителей». 10 лет практически нигде не брали эту песню. В 15-м году команда Дзими Билан на голосе. Значит, выбрала, там был Влад Файнберг, по-моему, и Торник какой-то Тияни, наш брат. И они спели эту песню. И как говорили, 20 минут не могли продолжить, потому что все плакали. И что это значит? Должно было прийти время, чтобы ее услышали? Вот Бог все равно поставил все так, как надо. Всему свое время. Спасибо вам большое за глубокие, искренние в вашем стиле ответы. Вы ответили на все 3 вопроса. Сейчас пришло время сформулировать закон жизни в категории отношений. Вы многое сейчас подняли, о многом проговорили и про отношения с вашей супругой. И вообще счастливая семья, мы вместе выступаем. Я, Леван и Я знаю, Иришка. все да. знают. И Сандра Вы- сейчас подтягивается. Да все не рай. Люди примеряли крылья на себя. Без
безумно талантливая, она Это сейчас учится. счастье. Да, Лиза, наша тоже талант, она любит очень металл, она для себя играет на Да. гитаре, не можем на сцену ее Уже вывести. ваше сердечко радуется, Да, да, глядя но, на но это. она рисует очень хорошо. Она. Давайте все-таки вот, исходя из этого всего, нужна одна фраза. Один закон жизни. Берегите счастье, берегите Берегите. любовь, берегите отношения. Если вам с человеком некомфортно, не обманывайте себя. Ну что ж, закон в категории отношений у нас есть. Переходим к следующей теме. Крутите, пожалуйста. Так, детство. Детства у нас еще не было. Первый вопрос. Какое воспоминание из детства иногда возвращается к вам, словно песня, которую невозможно забыть, и хорошее, и ранящее? У меня детство было просто невероятное счастье, невероятное. Самое яркое воспоминание. Самое яркое, вот практически каждый день это было, мы радовались, когда просыпались, и не хотели идти спать, потому что мы хотели продолжать. Вот до сих пор у меня это есть, что я сопротивляюсь всегда, я не хочу спать, потому что я хочу еще вот, тискать своих всех близких, там, родных, вот, Иру, детей, там, кошек своих. Это счастье, вот, слава тебе, Господи, да. Ну вот мне хочется все-таки какой-то пример, вот конкретно. Как это было? Вот из каких Я вырос в мелочей таком районе, складывалось? который называется Нахаловка. Потом я уже переехал жить к бабушке, и там было рядом мое музыкальное училище. Мы с бабушкой жили вдвоем в трехкомнатной шикарной квартире. Я играл на скрипке, а параллельно мы с ребятами играли в подвале. Все, что можно было достать, это аппаратуру, там колонки, инструменты. Мы заносили в подвал, играли жесткий хард-рок. Но вы еще немножечко хулиганили, там как-то, по-моему, инструмент или еще что-то, находили возможность у кого-то там забрать, что плохо лежало. Это вот как часть воспоминаний, или вы об этом стараетесь не вспоминать? Это было, да, потому что нам никто не дал бы тогда возможность сделать. играть ту музыку, которую мы Но вы играли. это помните или это не нужно такое? Помню, конечно. Но я вас все-таки хочу вернуть к вопросу, потому что вопрос был про воспоминания, которые иногда, может быть, все-таки ранят, вот, но вы не можете их отпустить. Есть что-то из вашего детства? Нет, ничего. Ну как в этой жизни, в такой жизни можно искать негатив или что-то плохое? Когда нас пропитывали день и ночь о том, что вот что такое счастливая страна, что такое счастливая жизнь, что такое грузинская история, грузинская литература, грузинская муз-литература. Это все было пропитано этим счастьем, было пропитано. Вот это мое детство. Хорошее было у вас детство. Спасибо большое за то, что вы сейчас вспомнили, так углубились. И у нас есть второй вопрос. Что у вас от рода, а что только ваше? Чем вы отличаетесь от других, даже самых близких в семье? В чем ваша уникальность, как вы ее прочувствовали? Я не знаю, каждый человек у меня в семье уникальный. Я ничем не лучше других. Нет, тут не про лучше-хуже. Тут именно вот из чего вы состоите. Из доброты и порядочности. Это вы взяли от рода или это у Конечно. вас? А если даже захочу, я не смогу быть с другим, потому что это вот генетика. Доброта, идет. порядочность? Да. Что еще? Человеколюбие, боголюбие. Мгм. А ваш вот харизма, темперамент, это тоже заложено в вашем роду? У вас тоже Харизма, темперамент – это скорее мое происхождение. это вот ваше уже личное что-то? Да, что это вы- происхождение. Когда я играл на скрипке, иногда даже я струны просто рвал. Так сумасшествие было. Тогда у меня был педагог невероятный, это так как вторая мама была для меня, Нелли Георгиевна Ураева. Она с 6 лет меня ввела до консерватории. И она мне всегда говорила, ни слова не говорила по-грузински. Она была ленинградская, такая настоящая, такая интеллигентка, такая невероятная женщина. Царство небесное. Вот. И она сказала, что горячее сердце и холодный ум. Вот когда ты своими эмоциями можешь управлять, вот тогда ты всегда победишь, говорит. А к какому моменту вы вот обрели холодный ум? Горячее сердце у вас, очевидно, осталось. Может быть, лет 10 тому назад. Мгм. Я все принимаю, не потому что хочу или не хочу, я все принимаю дальше, как бы, чтобы оно не было, надо дальше этим управлять.
Если ты будешь рассыпаться, ты все рассыпется конкретно. А вы помните вот момент, когда вы, может быть, рассыпались, вот что-то не Никогда. справились? Никогда. Как я, мой дедушка, он сдал бронь, Иосиф, Царство Небесное, я в честь него назван. Мгм. И пошел, добровольцем пошел на войну. У него было потрясающее будущее. Он людей мирил. Людей, допустим, вот в горах, да, там есть кровная месть. Там, вот он делал так, что через детей он начинал их... Это удивительные были времена тогда. Когда началась война, он просто положил бронь и пошел на войну. Еще есть такое, что если по твоей вине что-то случилось, да, ты должен не скрывать это и прятать голову в песок, а первый должен ты это исправлять. Первый должен сделать так, что признаться. Это вы имеете в виду признать свои ошибки? Конечно, конечно. А что для этого нужно, чтобы уметь признавать свои ошибки? Быть честным перед самим собой. А вот в этом-то и высокая задача. Вот этой честности, как научиться, когда... Холодный ум, горячее сердце. Вот. Давайте переходить, у нас категория детства еще остался заключительный вопрос. Если вы готовы, я вам его задам. Конечно. Какие черты вашего характера родом из детства помогли вам пройти путь, которым вы гордитесь? А какие, может быть, до сих пор мешают быть свободным? Преданность к своему делу. Это помогают. Конечно. Какие черты характера мешают? Это сейчас свободолюбие. Это мешает или Наоборот. помогает? У меня была один раз ситуация, ну, как один раз, два тура мы сделали. В 90-е годы мы сделали, я просто приезжал и делал благотворительный концерт, ну, как концерты просто для людей по всей Грузии. И когда мы сделали заключительный концерт уже второго тура, был большой концерт во Дворце спорта, и перед концертом я встретился с Эдуардом Амбросовичем Шеварднадзе. И он меня увидел: Сосо, сынок, спасибо, там туда обнял меня, там это. И говорит: а Сосо, говорит, кстати, есть, говорит, в списках там депутатов или что? Я так посмотрел. Я говорю: да вы что, говорит, Батонов Эдуард, где я, где депутатство? Я говорю: я улицей пахнет до сих пор. Я ему говорю, чем свободнее я буду, тем больше я принесу пользы. И он так посмотрел на меня: вот поэтому тебя все любят, сынок, так. говорит. Главное не быть зависимым от своей гордыни и тщеславия. Я хочу быть свободным от грехов. Тщеславие, зависть, алчность – это зеркало наших грехов. Ну вот как интересно, что все начинается с детства. С И детства, вот однозначно. от рода, Однозначно от детства, родителей. конечно. И помолимся за родителей. Спасибо вам большое за напоминание каждый раз. Ему спасибо. И Всевышнему. Я хочу попросить в категории детства, чтобы вы сформулировали свой жизненный закон. Не осуждайте никого, не завидуйте никому. Если вы с Богом, не бойтесь ничего. Оставайтесь главное с это людьми. честь. Людьми оставайтесь. Оставаться людьми. Да. А про честь семьи? Это и есть оставаться всё. человеком, Мгм. конечно. Итак, у нас есть закон, категория детства. И мы можем переходить к следующей теме. Прошу вас. А что у нас осталось? У нас осталось вызовы и карьера. Вот карьера. Вот. Снова 3 вопроса. Был ли момент, когда сказанное в лицо почти сломало вас? Кто это сказал и что вы сделали с этим внутри себя? Вы имеете в виду критику? Я имею в виду, да, какое-то оскорбление, нанесенное, этого не было. Нет, какие-то оскорбления, когда там что-то там идет, какое-то горячее, молодежные какие-то разборки. Такие были, но кто это говорил, получал ответ. Вторую щеку я тогда не подставлял. Я понял еще вот что надо так общаться с людьми, чтобы не давать возможность ему показать худшую сторону свою. И чтобы тебе не пришлось тоже показать А как худшую это так сторону. можно? Если ты видишь, что человек как-то вот немножко неадекватно, немножко не... Надо не идти на рожон, доказывая что-то. Это легче всего. Надо как-то показать достойно, не потеряв своего достоинства, показать, что здесь у него врагов нет.
Ну, знаете, как вот от чужих людей какие-то сказанные слова не так остро воспринимаются, а вот от близких слова быстрее попадают в сердце и могут сломать. Вот чисто Нет, гипотетически, вот нет, что не может... было, не было такого. Если человек мне говорит, допустим, какой-то негатив, я попрошу его обосновать это. Мгм. Не просто так взять и врезаться или там заплакать и уйти. Нет, обосновать. Ну вот все, что вы говорите, это похоже уже на вот этот холодный ум, который может помочь в данной Да, ситуации. Но конечно. когда ум горячий и эмоции, темперамент, Ну, конечно, поэтому я приходилось иногда, да. наверное, быть тем И не человеком, раз, да, который... и не раз. Но это не значит, что меня вот Ну, это выходили и оскорбляли. Нет. нет, нет, нет. Ну, хорошо, что нам дана жизнь для того, чтобы Да, что-то понимать, что-то осознавать, над чем-то работать. Спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. пожалуйста. Кто был вашим учителем на пути становления как артиста? И чей голос вы бы хотели услышать еще раз, но уже не можете? Очень много их было. Во-первых, в Грузии были потрясающие, невероятные вокально-инструментальные ансамбли, группы. И у меня было много таких людей, которых я просто обожал. Это начиная от Фредди Меркури. Вот я его голос никогда не услышу, к сожалению. Я не знаю, там Стиви Вандер. Это вообще просто это невероятная Вы у них величина. учились, у этих? Я у них у всех учился. И AC/DC, и «Земля, ветер и огонь», и Эл Джеро, и Джордж Бенсон, и Пэт Мэттен, и это я все, я слушал это все. Я даже им посвятил целый альбом, который называется «Жизнь – это кайф». Вот, поэтому у меня было от кого учиться. И у нас, кстати, в городских радио всегда звучал Дебюсси, Прокофьев, Чайковский, Каунт Бейси, Оскар Питерсон, Элла Фиджеральд, Луи Армстронг, это все у нас звучало. Вы вот как человек, пропитанный музыкой, как вы про себя говорите, как в вас звучит эта музыка? Вот в голове, в каком-то внутреннем постоянном ритме? Как это вы ощущаете, вот эту вот пропитанность музыкой? Музыка не прекращается во мне. Она постоянно во мне. Вот Есть- сейчас у вас какая-то мелодия звучит в вас? Вот сейчас Да. я делаю аранжировку нового альбома рок-н-ролльного 18+. Сейчас вот я пазл составляю, вот разговариваю с вами, с прекрасной, умной, красивой, замечательной женщиной, замечательным человеком. У меня позитивный вот пазл сейчас складывается во мне. И мне хорошо, и музыка во мне, и разговариваю замечательно с человеком. Спасибо большое. Вам спасибо. На этой высокой ноте очень приятно для меня. Давайте переходить к заключительному вопросу. Много мужчин сейчас мне завидуют. Да. У нас остался финальный вопрос в Да. категории карьера. Что вы сделали в своей жизни ради денег, но потом пожалели? Ради денег? Деньги потерял. Это как? Ну, ко мне приходили люди, не чужие, и говорили, что вот надо вложить. И сами теряли, и я терял. Ну, это так, про доверие, да, наверное? Нет, ну это, Или невезение? во-первых, фарт. Ну, доверие, как если человек сам теряет деньги, и ты теряешь вместе с ним. Ну, это законы бизнеса, А как вы наверное. себя успокаиваете или вообще не обращаете внимания, пошли дальше? Или есть какой-то... Перекрестился и пошел Значит, дальше. откупился от чего-то, да? Типа Ну, такого? ну, не получилось. Ну, что сейчас? Спасибо вам большое. Вы ответили на все 3 вопроса. Зато у нас сейчас получится вывести закон жизни в категории карьера. Надо быть благодарным Богу за то, что благодаря его стараниям у меня есть та профессия, которую я безгранично люблю, обожаю. Эта профессия не дает мне стать хуже, потому что есть ответственность огромная. И профессия, которая до мурашек мне нравится, профессия, которая дает мне возможность и заработать, и делать, слава Богу, много благотворительности. Я остался верен своему таланту. Нельзя предавать ради денег свой талант. Хотя деньги, Оставаться верным своему оставаться таланту. верным. Спасибо большое. У нас есть закон жизни. Мы сыграли в категории карьера. У нас осталась всего одна категория Вызовы. — вызовы. И также 3 вопроса. Если вы готовы, мы начинаем. Была ли в вашей жизни боль, которую почти никто не видел?
но она до сих пор живет внутри вас. Конечно, была боль, и сейчас больно то, что происходит. Я имею в виду, боли мы не касаемся вот масштабов страны, А а это, вот... это меня касается, Соса, я могу вас о чем-то попросить? конечно. Песня, которую произнесла я в своей голове некоторое время назад про радовать. Могу я вас попросить напеть ее, если это сейчас для вас будет уместно? Ну, Пожалуйста, если есть такая возможность. выдумать, хочу тебя сегодня выдумать. Хочу тебя, как песню выдумать. Весь мир тобою заслоня. Выдумать, чтоб самому себе завидовать. Почти не верить и завидовать, что вы такие у меня. Спасибо женщине за доверие. Спасибо большое. Насладилась. Радовали. Ну что, Вызовы. есть, да, у нас категория. Я на секунду потерялась вообще, где Вызовы. нахожусь. Спасибо большое. Но все-таки вопрос я задам, с вашего позволения. Как вы проживаете печаль? Умеете ли оставаться в ней, или она превращается в музыку? Было такое, когда печаль превратилась в музыку, даже печаль, что-то там, ощущение несправедливости, что-то это было. Когда я приехал утром рано, я помню, с Казахстана, и моих девочек не было дома. И поэтому я утром рано сел за роялем, и вот вылилось в песню «Больше нету слез». Называется Так нелепо, ты меня прости. Эту песню потом мы записали с Леонидом Агутиным. Но это такой единичный случай, когда печаль вылилась в музыку, или нет? Потому что мой вопрос вообще про то, как вы относитесь к этому чувству, можете ли вы находиться в нем и что-то из него брать для себя? Я не то что запускаю, я знаю, что это есть. Но я не могу рассыпаться. Я должен идти служить ему. Что бы ни случилось в этой жизни. Если я могу встать и выйти, взять микрофон и слово сказать, я должен это делать. Вы знаете, я поясню, почему этот вопрос я задала. Потому что существует такое мнение, что печаль — это что-то, когда с тобой говорит твоя душа. Это что-то очень глубокое, когда тебя на минуточку возвращают к самому себе. Вот мы говорили про внутреннюю правду и возможность что-то в этом услышать. То есть это не про какой-то грех, типа тоски, а это вот тот момент, когда человек печалится, в нем что-то появляется очень трепетное, очень хрупкое и обращает внимание человека на что-то важное. Я не могу допустить сентимент. Я не имею Я права. поняла. Может, мне очень хочется, но даже уже не хочется, потому что есть другая цель, другое назначение, другая миссия, какая-то маленькая, микроскопическая, может быть. Для кого-то большая, для кого-то вообще, но он все знает. Ну, хорошо, что вы знаете свою цель, свое служение и четко Да, следуете. да. Так, ну у нас остался финальный вопрос финальной категории, в которую мы сейчас играем. Она называется, напомню, «Вызовы». И он звучит так. Что вас держало, когда было особенно тяжело? Но если ты сорвешься, ты считаешь, что ты прав. И как-то свершилось так, что преграды перед тобой. Да, какое-то вот непонимание, какое-то предательство, какое-то. Но ты не можешь развернуться, Бог с вами, и уйти. Потому что это специально сделано, чтобы тебя разрушить. Ты тогда должен взять себя в руки и доказать то, что ты был прав. Просто так надо жить, чтобы не давать людям возможность показать свои худшие стороны. Мы, к сожалению, часто об этом не думаем. А вот что для вас вот эта вот ситуация, когда вам тяжело? Это когда как? Когда ты что-то объясняешь, а люди не понимают. Потом проходит время, и ты был прав.
Мне тяжело это. А часто к вам люди обращаются за советом? Ну, бывает, но я очень, очень не люблю это. Очень не люблю, потому что Ответственность на себя берете за слова? не просто ты берешь, просто запускаешь в себе Переживания. ошибки, какие-то там предательства, какие-то жуткие какие-то моменты, ты в себе запускаешь. Если просто прослушать, и, ну, это самое, сожалеешь, что так, ну, да. Но вы так, наверное, не можете. Держись, так, ну, когда ко мне приходят, там, Там уже да. по-другому. И потому что я никогда не лезу в чужие дела. Никогда. Спасибо вам большое. Вы ответили на все 3 вопроса. Сейчас пришло время сформулировать закон в категории «вызовы». О чем вы хотели бы сказать, как понимание сути в категории «вызовы»? Главный вызов – это совершенно другой. Главный вызов, когда Бог нас позовет к себе. Это вот главный вызов, когда ты предстанешь перед Ним. Вот. И я всем желаю, что не сильно стыдно было бы перед Ним. Всем и себе этого я желаю. Я отвечу только перед Богом. Так звучит ваш закон в категории «вызовы»? А Если вообще у меня даже дома написано по-латински на стене, что дай нам Бог того, чего заслуживаем. Есть такое, что когда старик пришел к Богу, он спас душу. А если молодой приходит, он спасает свою жизнь. Поэтому мы сами делаем выбор этого вызова. Как мы предстанем перед Ним, перед Всевышним. Так, я поздравляю. У нас есть закон финальной категории «вызовы». Главный вызов. Главный И вызов. хорошо, да. что И очень заключительный получился. красивая да. точка, да. Я нас с этим поздравляю. Это ваш подарок, который мы вам с любовью приготовили от чистого сердца, от передачи «Законы жизни». Вам на Спасибо долгую большое. память. Это И как пусть будто это я Лигу чемпионов выиграл сейчас, да. Я надеюсь, нашим дорогим зрителям тоже было интересно с нами побыть. А кому не было интересно, дай вам Бог здоровья. Дай Бог, что вы нашли гораздо интереснее людей, чем старый седой грузин. Ваш Сосо Павлияшвили. Спасибо вам за этот разговор. Это очень ценно. Я рада, что эта беседа у нас сегодня состоялась. Спасибо большое. Я вам желаю процветания. Дай Бог, что на моем месте присутствовали интересные, глубокие люди. Не имеет значения какой веры, национальности, профессии, возраста. Дай Бог, что в каждом человеке вы могли бы раскрыть все самое лучшее, лучшее, лучшее. И помогли человеку, который будет присутствовать на моем месте, познать себя вашими мудрыми, добрыми и очень тонкими вопросами. Мне очень приятно. Дай Бог. Я Все в об ваших этом руках. молю. Спасибо большое.